И я всегда любил Советский Союз. И болеют в основном бедные, правда? И славы тоже. Гондурас была первая страна, честно говорить, самая бедная в Центральной Америке. Очень много дерева, красного дерева. Как это вы видите здесь, это очень много экспортируется. Есть причина для всего этого. Не то, что мы более глупые, чем другие, поэтому более бедные. Нет. Всем привет, это Гондурас, и мы встретились с Раулем. Рауль, расскажите, пожалуйста, как тяжело было выучить русский язык? Все-таки испанский и русский язык отдаленные языки. А я когда ехал в Россию, то есть в Советский Союз, вернее сказать, я уже был учиться в нашем университете, в нашем факультете на первом году медицинского образования. В Гондурасе вы уже учили? В Гондурасе я начал учиться здесь. Я всегда был такой беспокойный парень, не нравится мне состояние дел в моей стране, особенно в социальном отношении. Мне не нравилась крайняя бедность, в которой жили наши люди. Хотя я происхожу из более-менее богатых людей, но я не был согласен с этим. Но я думал, что можно учить такую гуманитарную карьеру, чтобы помочь другим. Мои родители были частные предприниматели, но были очень справедливые люди. И меня воспитали в таком духе. Где-то среди моих родственников, близких, был один крупный человек. Его звали Мануэль Каликс Эррера. Он был создателем Компартии в 30-х годах, коммунистической партии Гондураса. Я читал кое-чего с его книг, которые у него были. Я его не знал. И мне казалось, что и он подвергался многим преследованиям. Это меня потому что он тоже из богатой семьи, и тогда это меня удивило, как богатый человек может бороться за бедность и за людей, которые не имеют никакого, то есть справедливость. Да, не имея никакого достатка. Да, не имела такой доставки и прочее. Но и тогда в Латинской Америке произошло одно событие, крупнейшее для истории Латинской Америки, и это была Кубинская революция. Это в каком году? Какой год? Это было в 59-м. Я поступил в университет, и там были сильные движения, я участвовал. А в 60-м году, уже в 59-м году, Фидель Кастро пришел в Гавану. Спускался победителем уже из гор Кубы. И тогда Фидель был настоящий идол, настоящий, особенно для молодежи Латинской Америки, настоящий герой. И мне удалось поехать на Кубу на первую годовщину
вот этого Кубинской революции в 60-м году. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. И, конечно, я там познакомился со всеми этими героями. С Че Геваром у меня была фотография, но она у меня потерялась. Но потом и оказионально, то есть случайно тоже с Фиделем, не специально, но он был в разных собраниях с молодежью Латинской Америки. И вот и видели, что это честные люди и прочее. И в то время я был очень молодым, и некоторые думали, что вот надо это все поменять, как сделал Фидель Кастро. Но это не получилось в Латинской Америке. Но я думал, но я там встретился с русской делегацией. И я всегда любил Советский Союз, потому что этот дядя мой говорил много о Советском Союзе, а какие изменения были там в этой стране, и как все это было. И практически я читал все о России. То есть о революции, которая была там. Но это уже был Советский Союз, какие были успехи, какие там и прочее. Я хотел ехать туда. Просто. Я хотел и пошел к этой делегации и разговаривал с ними. И они мне говорили, в этом году открывается университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Я был 3 месяца на Кубе. Я пошел, познакомился. Я был хорошим студентом. Всегда. Я любил учиться. Получается, вы один из первых студентов, кто учился в Патриса Лумумбы, да? Из Гондураса мы ехали первые 6 или 7. Больше ничего. Мы уехали отсюда. Вот, и поехали туда. И я хотел учиться там. Просто я любил этого народа. Я очень много читал. То, что у меня попало в руки, мало было, но я читал. И я просто любил. Хотел. Когда вы приехали в СССР, вы уже хорошо знали русский язык? Не хорошо знал русский язык, ни слова. Но там я выучил, как бы сказать, за 6 месяцев я выучил русский язык. Почему? Потому что мне не надо было быть на подготовительном факультете. Я быстро сдал какие-то экзамены, какие-то зачеты. Там быстро говорили, вам не нужно, вы идите на язык. И я просто занимался только языком и поступил сразу на медицинский факультет. Потому что я имел какую-то основу уже, которую я усвоил здесь. А вы сами медицину выбрали? Почему медицина? Нет, это уже влияние моих родителей и моей среды. Но я хотел быть врачом именно, чтобы помочь моим людям. Это было такое. А направление хирург выбрали сами? Ну это я уже в России, мне очень понравилось, как все было организовано образование. Безусловно, я видел, как это и как серьезно относились к этому. Я участвовал во всяких научных кружках.
Я был в научных кружках по физиопатологии и по хирургии. Просто включился и видел, как помогли преподаватели и студентам двигаться вперед. Здесь в то время и сейчас такой помощи нету для студента. Ты сам разберись, и все. Попадешь туда, выйди, если сможешь, выходить из твоих проблем. А там я видел, как они помогали, какие-то постоянно консультации дали студентам. Ты не усвоил что-нибудь, и тогда они тебе помогли и прочее. Эта солидарность мне очень понравилась. Я почти не пользовался этим, но мне очень понравился вот этот подход. И, конечно, и потом я хотел стать хирургом. И хотел стать хирургом, потому что я думал, что в моей стране быть хирургом это будет хорошо, потому что в то время было мало хирургов здесь. И я потихоньку там стал в это направление идти и сразу поступил, после того, как кончил факультет, поступил сразу так называемую в ординатуру, и остался еще 1 год, чтобы выполнить около 3 лет. И уже с этим образованием, с дипломом хирурга приехал в Гондурас. Здесь надо было ехать на периферию и там работать в больнице. Я там работал в больнице этот год обязательный. То есть нужно было отработать после обучения в СССР еще сколько лет? 5? Где? В Гондурасе. Но в Гондурасе я только работал 1 год так называемого социального обслуживания. Ну да, отработать за то, что тебя обучили. Отработали. Я хотел стать преподавателем, потому что все-таки я не вмешался в политику, но так как я учился в Советском Союзе, все-таки были некоторые преследования. И мне нужна была, как можно сказать, не предприятие, а организация, которая могла бы меня защитить от этого. И единственное место для меня более подходящее был университет. А в каком году закончили университет в СССР? В СССР я кончил в 67-м, а в 68-м я уже поступил в хирургию до 70-го года. Вообще советское образование вам помогло по жизни, как считаете? Да, мне помогло. Особенно дисциплина, которую я там приобрел. Дисциплина там учиться. И дисциплина в то время, не знаю, как сейчас, но в то время было очень честно относиться к всему. И это мне понравилось. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверитесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления 2-го гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе.
Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверитесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Сейчас я думаю, что можно это совместить и все эти формы. Пусть государство занимается своим делом, но должен руководить развитием общества и должен помочь самым бедным, чтобы все население вышло на поверхность, вышло и могла бы все включиться в процесс развития страны. Но вы сейчас на пенсии. Я на пенсии, да. А сколько лет уже на пенсии? А? Сколько лет на пенсии? Я уже 16 лет. 16 лет. Как считаете, медицина в Гондурасе насколько сильно развита, либо недоразвита? Нет, дело в том, что в медицине есть одно «но» – практика. Теоретически, может быть, и здесь научное исследование как таково может быть не налажено как следует. Но практика здесь много, потому что есть болезни много, и есть бедность тоже. И болеют в основном бедные, правда? И слабые тоже это социально необеспеченные люди. По крайней мере, вот когда я учился, прочее, были требовательные требования хорошие. Люди, врачи неплохие, да? Но в основном больше практики, чем теории. Но здесь большое влияние, мы маленькая страна, большое влияние крупных стран. Наши врачи, когда кончают, обязательно в настоящее время ты не можешь быть, особенно в частной практике, если у тебя нет специальности. Уже общих врачей мало где там, то есть принимать в работу. Но в этой стране, конечно, не хватает, не то, что не хватает, а частная практика не будет решать вопросы, общие вопросы здравоохранения в стране. И должна быть общегосударственная поддержка и общегосударственное волнение за эту медицину. Потому что медицина должна доходить до тех, которые нуждаются в ней. Не только до людей богатых, потому что она очень дорогая. Невозможно. Здесь бесплатная медицина? Нет, платная медицина очень дорогая. А бесплатная медицина очень недостаточно. Некачественно. Некачественно, потому что не выделяют нужного бюджета. То есть нету медикаментов, нету... Да, это просто вы сходите в госпиталь, в школе, увидите какие-то очереди, люди там получают не то. Если ты хочешь купить, тебе дают рецепт, иди купи в аптеку эту медицину, а люди, у них не хватает. Медицина в этом отношении очень дорогая. Сколько русскоговорящих гондурасовцев училось в СССР? Знаете, много здесь вообще таких? Сколько
кончили свое образование, разных специальностей вы имеете. Ну да, да. Да, но я думаю, что около 200. Около 200, потому что есть другие профессии, которые... правда, многие не остались в Союзе. И я думаю, что не мигрировали, но несколько умерли. А проблема, что дальше туда не уехали люди учиться, больше не послали туда людей. Я думаю, что это вот вина нашего государства, а здесь практически левые силы простые, которые послали вот людей, уже меньше, не так сильные. Все-таки вот, бывшая компартия очень старалась послать людей учиться в Советский Союз. Но так как менялись условия в бывшем Советском Союзе, то есть нынешней России, раньше это было то, что был университет дружбы народов, там 1000 людей учились. И я думаю, что вот многие страны получили огромную помощь через этих профессионалов. Особенно те, которые были готовы использовать эту помощь. Вот, например, я считаю, что Никарагуа в таком состоянии. Я был в Чили, тоже было такое. Послали очень много людей учиться в Советский Союз. Но там я учился, и там было очень много из Бразилии, из Колумбии, со всех стран. Но сейчас я думаю, что такой контингент, который был как раньше, уже нету. Уже меньше. Наверное, не знаю, не могу вам сказать, кто виноват в этом. Но жалко, потому что профессионалы в России готовились очень хорошо. А вы здесь оперирующим хирургом были, да? Да, практически хирургом я оперировал. Все, что один общий хирург может делать. Ответственно, конечно. Но в России нам готовили хорошо. В России даже общий хирург иногда в те времена даже занимались ортопедическими операциями и травматологическими проблемами. Я даже прошел некоторое обучение по этому, но уже здесь, когда я приехал, уже было разделено. Ты не можешь вмешаться в те дела, которые не твоей специальности. И я остановился, потому что иначе могло быть какое-нибудь осложнение, и тогда было бы опасно. А самая тяжелая операция, которая у вас была? Ну, у меня были всякие. Одна из самых тяжелых по памяти. По памяти. Я оперировал на щитовидной железе. Были сложные операции, тяжелые. И тоже я в основном был гастроэнтерологом. Я оперировал на желчных путях, я оперировал на желудке. Вот. Не очень, в основном и желудочно-кишечного тракта, вот операции. Всякие делали, удалил, как называется, половину толстой кишки, и маленького, и там разные операции. Это перечислить их трудно. Но самое трудное, конечно, вот это операции, связанные, например, с раком желудка, были тяжелые. Русская баня в Гондурасе? Русская баня в Гондурасе. После СССР решили баню построить? Да. Но я там, когда я узнал это там в России, я стал любителем Бани. бани, да.
Я там парился, и мы на даче у Тамары построили русскую баню, как все, как наши вот соседи. И я так любил и люблю. Я парю больше 50 лет. О, тут бассейн у вас еще. Да. Джакузи. А вот банкекус. А в Гондурасе вообще знают, что такое баня? И здесь есть сауна. А, сауна только. Да? Но русскую баню как таковой, я думаю, что нет. Не знаю. Вот чувствуете, это тепло. Вот вчера мы парились. На дровах, да, у вас? А? На дровах? На дровах. Как положено. Да. Как Не электрическая. Не электрическое. Ну вот, и здесь паримся. Тяжело было строить? Тяжело строить было? У меня были уже схемы, которые я привез оттуда, из России. И По чертежам, в общем, да? по чертежам я уже сделал это, конечно. Ну вот. И вот где-то у меня здесь есть веники. Сами веники делаете? Ну вот. Или смотри. покупаете? Нет, здесь никто не продает. Это, наверное, я здесь единственный, кто парится в этой стране. Вот видите, здесь Да-да-да. парюсь, и вот здесь прямо вода из... Большой у вас участок. Участок большой, да? А вот здесь печка я топлю и снаружи. Вот отсюда. Вот. Ну вот. Настоящая печка. Настоящая русская печь. Да. И камни там у меня наверху. К вам приходят попариться в русскую баню, нет? Есть некоторые друзья. Но я не всех пущу сюда. Особенно после ковида. Ага. Как считаете, почему русскоговорящие боятся посещать Гондурас? Но дело в том, что вот наша страна надо честно говорить, самая бедная в Центральной Америке. И поэтому тоже одна из самых бедных в Латинской Америке. Говорят, что после Гаити это одна из самых бедных. Потому что у нас была большая коррупция. Эта коррупция шла, потому что есть некоторые социально-исторические вопросы, которые надо вспомнить. Гондурас была первая страна, где монополии, банамские монополии сделали все, что они хотели. И объединили страну. А вот все эти недуги, которые есть, социальные недуги, как криминальность, все это идет от бедности. И бедность идет от того, что наша страна была как колония, вот, прямо скажем, как колония США. И продолжает в таком же состоянии. Нет развития продуктивных сил. Здесь нет крупнейших фабрик. То есть здесь взяли наши натуральные ресурсы, обрабатывали их за границу, то есть особенно на севере нашего континента, и потом перепродавали нам, но дороже. Но это наше сырье было отсюда доставлено на север.
А? А какие полезные ископаемые тут есть? И здесь много золота. Это одна из главных производителей Нефть есть? в Латинской Америке. Говорят, есть нефть, но это... Говорят, есть нефть, но не уверены. И слава Богу, потому что это все равно не было бы наше. Коррупция еще бы сильнее стала. И вот, а потом на основе бедности невежда. И невежда, это сами не видят, люди необразованные, не видят, где находятся эти экономические механизмы, которые это все позволяют. Это просто есть причина для всего этого. Не то, что мы более глупые, чем другие, поэтому более бедные. Нет, это просто они первые уже в позапрошлом веке уже приехали эти бананские компании, и все. Они не занимались только бананами. Они все, что было под рукой, взяли из этой страны золото, и серебро много достало в Гондурасе. И даже в Гондурасе есть крупные месторождения, и эксплуатируется даже, но не полностью, железо. Вот Агалтека, вот здесь находится близко. Вот. И Гондурас очень богатая, так как очень горная страна, очень богата очень многих рек, которые имеют гидроэлектрическую потенциал, гидроэлектростанции. Это по этой части это одна из самых богатых стран в этом отношении. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Фрукты экспортируют? Фрукты экспортируются, очень много. Бананы экспортируются. А сейчас это поменялось. Уже главный продукт Гондураса не банан, а кофе. Гондурас, вот если посмотреть, первый производитель это Бразилия, второй производитель это Колумбия, и третий производитель это Гондурас. Но Гондурас это же маленькая очень страна. Значит, на душу населения мы являемся, наверное, главным производителем кофе в Латинской Америке. И, кстати, очень хороший кофе, потому что горный кофе. Потому что здесь Гондурас в основном горный. Очень много дерева, красного дерева. Как это вы видите здесь, это очень много экспортируется. И что еще, вот фрукты очень много, вот там есть аграрная индустрия на севере страны, Сан-Педро-Сула, и все вот это на побережье очень много разных предприятий, которые обрабатывают. И все это экспортируется. Есть другие там, конечно, экономические возможности, но все это, конечно, не наших сил поменять. Сколько раз в год урожай собираете? Урожай собирается только один раз в год. Один раз? Да, это в конце года. Вот сейчас в ноябре, декабре, январь, февраль. А чем гондурасский кофе лучше, чем никарагуанский, панамский, костариканский? Потому что высота. Другая высота? Да. Высота имеет огромное значение для кофе. Чем выше, тем лучше? Тем выше, тем лучше. А мы находимся уже здесь 1500 метров над уровнем моря. Где мы находимся, вот и здесь. Видите кофе везде? Видите, все это плантация. Кофе там. И внутри. Давайте потихоньку здесь пойдем.
жалко, что уже Потемнело. темнеет. Картошка тут у вас есть? Растет? Но картошка не стоит, потому что у нас выращивает очень много крестьяне. Очень много картошки везде. А я решил заниматься только кофе. Вот идет дальше. Может. Это сколько здесь гектар? Нет, здесь гектар как раз один. 1 гектар. Видите, что это кофе. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.